Всем привет! Сегодня хочу вам показать свою новую выкройку купальника Майами. Выглядит он вот так. Сегодня будем его шить, и я разберу подробненько выкройку и расскажу, что к чему. Вот у меня есть 42 размер, ссылочку на выкройки я оставлю в описании под видео. Там есть разные размеры, смотрите таблицу размерную, выбирайте свой размер. Отдельно можно приобрести верх, отдельно низ, для того, чтобы у кого разный размер верха и низа, можно было подобрать купальник под себя. Итак, здесь написано одна страница из 6, то есть всего у нас 6 страниц выкройки. И самое главное, что мы должны сделать. В тех местах, где у нас нарисованы вот такие вот ножнички, это значит, что мы должны отрезать вот эту вот полосочку. На первом листочке у меня нет никаких ножниц, а на остальных листочках ножнички есть, поэтому я на каждом листочке сейчас отрежу вот эту крайнюю полосочку. Будьте внимательны, вот здесь вот мы уже отрезаем не длинную, а вот эту короткую. Ориентируемся именно по ножничкам. Вот видите, с какой линии они выходят, ту мы и обрезаем. Также на каждой выкройке есть проверочный квадрат. Не всегда он на одном листочке, в данном случае он на страничке 6. И продолжение его на страничке 3, вот. И для того, чтобы убедиться, что выкройка напечатана в правильном формате, в правильном масштабе, нам нужно измерить стороны квадрата. Для этого я беру линеечку, здесь написано, что квадрат 10 на 10, значит его стороны должны быть 10 сантиметров, проверили, 10 сантиметров. Все верно, значит выкройка напечатана правильно. На некоторых листочках может быть двое ножничек, это значит, что нужно обрезать обе полосочки. После того, как мы все срезали, нам нужно собрать эту выкройку. В принципе, визуально вы должны понимать, что где находится. Смотрим, первая страничка. Страница 1 из 6, так и написано. Значит, следующая у нас должна идти вторая. Вот это место, которое отделено пунктирной линией, это значит, что сюда мы будем приклеивать следующий листочек. Вот страничка 2. Страничку 2 мы приклеиваем вот сюда. В этом месте у нас будет клей, и у нас получается уже виден топ. И так мы делаем со всеми остальными страничками. Смотрим, страница 3, выкладываем ее тоже сюда. И дальше мы будем приклеивать остальные странички вот сюда, где у нас тоже такая разметка идет. Страничка 4, вот сюда мы приклеиваем ее. И 5 и 6. Должно получиться вот так. Здесь у нас топ, это задняя деталь, это завязочка, это одна деталь бретелей и это длинная вторая деталь бретелей. Теперь я все склею и будем вырезать. Склеивать выкройки мы можем скотчем или, как я, клеем. У меня все готово. Если вы используете клей, то нужно подождать пару минут, пока он подсохнет, перед тем, как вырезать выкройку. У меня уже все подсохло. Сейчас я буду все это вырезать. Давайте я подробнее покажу, по каким линиям мы вырезаем. Мы вырезаем по второй линии, не первая, по второй, потому что это у нас припуск здесь, то есть на выкройке учтены припуски, поэтому мы вырезаем по вот этой крайней линии. Это у нас стоп. Давайте обрисуем его. Вот его нижняя линия, вот боковая, вот это вот вырез, задняя деталь у нас. Вот так стрелочка идет вниз специально, чтобы вы понимали, что это нижняя линия и это долевая еще нить. Вот это вот у нас нижняя линия, боковые и верхняя. Дальше завязка, тут все вроде понятно. Вот это вот завязочка. Вот это вот бретель, я вам потом покажу, для чего она нужна. Она идет со сгибом, но вы просто можете выкраивать бретель. Таких 2 детали нужно. И еще одна деталь бретели, вот такая вот длинная. Ее тоже 2. Все, вырезаем.
Я вырезала все детали, и теперь готова вам рассказать, что к чему. Итак, возьмем первую деталь. Это передняя деталь лифа. Здесь у нас вот есть такие черточки. Это значит, что сюда у нас заходит бретель. Дальше задняя деталь лифа. Она тоже сплошная. То есть у нас будет лиф вот так вот, грубо говоря. Вот по боковым швам он будет стачиваться. И это будет топ. Спереди вот так, сзади вот так. Итак, задняя деталь, здесь тоже есть такие черточки, отметки, это значит, что сюда будет тоже вшиваться бретель. Дальше завязочка, бантик, ничего здесь не особенного нет, мы будем выкраивать две такие детали, все покажу. И сами бретели, одна бретель длинная, она начинается спереди, заканчивается сзади. И одна вот такая вот деталь со сгибом, она будет у нас сзади вставляться вот в эти отметки на задней детали лифа. Все очень просто, и теперь будем выкраивать. Я сейчас буду показывать, как шить двуслойный купальник без чашек. Если же вы захотите чашки, вам нужно будет в боковых швах на внутренней детали оставить небольшой отрезок, не зашивать, и туда можно будет вставить чашечки. Нам нужно выкроить передней детали 2 штучки, задней тоже 2 детали завязочки и по 2 детали бретель. Вот видите, я выкроила 2 детали, вот у меня здесь 2 детали лифа без припусков, вот ровно по выкройке. Точно так же выкраиваем остальные детали. Обязательно на задних деталях ставим вот эти надсечки, либо мелом, либо немножечко надрезаем ножницами, но я буду ставить мелом. Эти надсечки, чтобы мы не потеряли, куда потом пришивать бретели. Вот я сделала такие пометки, и эти надсечки нам будут работать как контрольные точки тоже, чтобы мы все равномерно пристрачивали. Ну что ж, переходим к пошиву. Первое, что мы делаем, нам нужно сшить по боковым швам обе детали. Складываем лицом к лицу деталь переда и зада и стачиваем по боковым швам на оверлоке. Я буду использовать 4-ниточный оверлочный шов. Показываю вам настройки на своем оверлоке. 4, 4, 4,5, 4,5 на петлителях. Но опять же напоминаю, что это не значит, что ваш оверлок будет хорошо работать на таких же настройках, как у меня. Теперь нам нужно вдеть одну деталь в другую. Делаем мы это лицом к лицу, то есть одну выворачиваем на лицо, вторую на изнанку. Лицом к лицу, получается здесь у нас изнанка и здесь изнанка. Вот что у нас должно получиться. И теперь нам полностью нужно обработать верхний шов, начиная отсюда. Идем, продолжаем спинку обрабатывать. И возвращаемся сюда, то есть не обработанный у нас останется только вырез. Я буду все это оттачивать на оверлоке без резинки, без ничего, просто на оверлоке 4-ниточным швом. Мы сначала скалываем все и не забываем про вот эти вот наши отметки. Это у нас как контрольные точки, мы сначала скалываем их, потом мы скалываем боковые швы, где у нас тут строчки идут, и дальше уже все остальное. После того, как мы пришили все, вот у меня все уже готово, нам нужно обработать вырез. Я буду использовать для выреза силиконовую ленту, она у меня прозрачная, вы не раз уже видели ее у меня. Эту ленту мы прикладываем к срезу и будем строчить по внутреннему краю, то есть вот здесь, не с этой стороны, а ближе к этому срезу резинки. Если у меня ширина резинки 0,5, то я выберу зигзаг где-то 2,5-3 шириной. Прикладываем и пристрачиваем сначала до середины, потом отрезаем и берем вторую часть ленты и точно так же строчим от середины и до бретели. Ленту саму не натягиваем. Что мы делаем с бретелями? Бретели мы должны сложить лицом к лицу и прострочить по срезу оверлоком, но в оверлочную строчку вставляем либо силиконовую ленту прозрачную, либо резиночку, которая у нас предназначена для купальников, латексная, вот такая.
У меня вот уже сшиты 2 бретели. Я их уже вывернула. У нас должно получиться 2 длинные бретели, 2 коротенькие. Я уже практически все вывернула, осталась вот одна. Покажу вам, как я это делаю. Для выворачивания бретели я использую обычную булавочку. Мы ее закалываем на кончик нашей бретели и заправляем вовнутрь. Теперь нам нужно булавочку вытащить из другого конца бретели. Все, бретель готова. Теперь берем наш топ, и нам нужно сделать здесь небольшие надрезики, чтобы вставить туда бретель. Я отрезаю совсем чуть-чуть, чтобы вот здесь у меня была дырочка. Берем 2 длинные бретели, через низ вставляем сюда в отверстие. И вот здесь застрачиваем бретель на машинке прямой строчкой. После того, как мы пришили бретели, нам нужно отрезать вот этот вот кончик. И вот что получится, когда мы вывернем бретели. Теперь в том месте, где у нас стоят отметки на задней части топа, мы должны сделать надрезы. Точнее, не надрезы, а просто распустить немножко оверлочную строчку. Но совсем чуть-чуть, чтобы нам туда можно было запихнуть вот эти вот наши маленькие бретели. Вот смотрите, я вот здесь распорола, вот здесь. И вот здесь. Что мы делаем дальше? Мы берем 2 коротенькие бретели и продеваем их через колечко. А теперь складываем их вдвое вместе с колечком. И в таком положении мы должны просунуть их через вот эти наши дырочки, которые мы только что сделали. Вот что должно получиться. И теперь прострачиваем прямой строчкой туда и обратно на машинке и фиксируем эту бретель. Чтобы в этом месте не было сильно плотно, можно вот так вот их разложить. То есть оба края бретели ложить не друг на друга, а вот таким вот образом. С этой стороны оно получится довольно-таки аккуратно, вот так вот. Теперь все ненужное здесь срезаем. И когда мы вывернем, у нас здесь будет бретель с колечком. Теперь что нам нужно сделать? Выворачиваем весь лиф. Кстати, как определить, где у нас деталь переда, а где изнанка? На передней детали мы нашивали вот эту вот силиконовую ленту, поэтому вот эта вот часть – это лицо. После того, как мы вывернули топ, нам нужно надеть на эти 2 бретельки регуляторы и продеть их через колечко. Точно так же, как мы делаем на бюстгальтере. Вот что у меня получилось, какая бретель. Вот так она выглядит. А вот здесь вот я зашила все вручную. Осталось только пришить ленту по низу. У меня это будет латексная резинка. Выглядит она вот так. Я не один раз уже ее показывала. Что мы делаем? Наизнанку мы пристрачиваем оверлоком, потом заворачиваем и прошиваем зигзагом. Либо мы можем взять просто распашивальную машину и одной строчкой сразу же все это прошить. Но предварительно нам нужно будет приколоть вот таким образом уже завернутую резинку. Как высчитать длину резинки? Мы берем обхват под грудью и умножаем его на эластичность резиночки. В среднем получается всегда обхват под грудью минус 10%, это и будет длина резиночки. Но смотрите внимательно, резинки бывают по-разному тянутся. Теперь эту оверлочную строчку нам нужно завернуть и отстрочить зигзагом. Все, топ мы завершили. Вот так вот выглядит обработка. И теперь перейдем к завязке. Это как дополнение к выкройке. У нас есть 2 детали. Нам нужно сложить их лицом к лицу и полностью по периметру это все стачать. Можете зигзагом на машинке, можете на оверлоке, 3-ниточным швом будет достаточно. После того, как я стачала все, я где-то вот здесь сделаю тоже небольшой надрезик, точнее распущу строчку, чтобы вывернуть все это на лицевую сторону. Вот
посмотрите, я вывернула, то есть вот такой у нас вариант. Нам нужно это все отутюжить, и вот эту вот дырочку, через которую мы все выворачивали, это отверстие, нам нужно застрочить либо на машинке, либо потайным швом вручную. Я сделаю это все вручную. Чтобы использовать этот бантик, мы вот так его завязываем. И когда вы надеваете купальник, то он из топа превращается вот в такой лиф. Ну, бантик уже можно по желанию там аккуратненько завязать. Вот.